Всем привет! Вы на канале Друзья Томи, на канале про свободный и независимый образ жизни. И в этом ролике мы вам расскажем, как мы пережили шторм и землетрясение в Турции, зачем я скоро отправляюсь в Мексику и как мы живем в пятизвездочных отелях совершенно бесплатно. Что ж, присаживаемся, завариваем чаечек и слушаем наши истории. Зимой в Анталии частенько бывает сезон дождей и сильные ветра. И уже не в первый раз была такая ситуация, что нам приходит смс-ка от метеорологической службы, где сказано, что, мол, ребята, лучше вы посидите дома, будут сильные дожди, будет шторм, будет сильный ветер. Как бы мы вас предупреждаем, может быть даже град. Вот. В прошлый раз, когда такое было, дождь просто шел без остановки 3 дня. Очень забавно, что во время шторма правительство Анталии рекомендует девушкам ниже 1,60 м не выходить из дома, потому что их может сдуть. Я 1,62 м, не знаю, можно мне выходить в это время или нет. Я решила, что лучше не надо рисковать. В этот раз была аналогичная ситуация. Налетело очень много страшных туч. То есть сверкало, был сильный ветер, прям задувал в окна. Но в целом мы сидели дома и смотрели на это, как на какой-то блокбастер. И после того, как этот сильный шторм, сильные ветра закончились, мы решили прогуляться на набережную. И то, что мы увидели на набережной, это нас очень сильно удивило. Мы были просто в шоке. Мы увидели, что набережная буквально разрушена. То есть повсюду валяются камни с пляжа. Детские площадки все перевернуты, все эти беговые дорожки вывернуты наизнанку. В каких-то там заведениях прибрежных вообще выбиты окна, вообще все эти бетонные скамеечки разнесло. Короче, мы были в шоке, мы шли, как будто бы, это был постапокалиптическое побережье. Честно говоря, когда мы это увидели, настроение было весьма такое, подавленное. Казалось, что все, набережная хана. Турки это будут восстанавливать просто годами. И что самое удивительное, с самого утра, на следующий день после шторма, в Анталии начала работать группа зачистки. Она шла от самого начала набережной к концу и просто все зачищала, все камни, все вот эти отлетевшие покрытия, ставила на место лавочки. И работали они весьма оперативно, потому что мы вышли гулять до обеда, и они уже к этому моменту прошли больше половины набережной. А набережная, она весьма вот такая длинная. В общем, меня очень порадовало, что правительство Анталии настолько заботится о людях, о инфраструктуре, в которой они находятся. Так или иначе, не все получилось, конечно же, восстановить. И, в принципе, сейчас по набережной гулять уже не так приятно. Будем надеяться, что к туристическому сезону всю эту историю поправят, обновят и приведут в порядок. И, конечно же, как только мы увидели, что в горах выпал снег, мы сразу подумали о том, что можно ехать кататься на лыжах в горы. Оказалось, что рядом с нашим домом в 40 километрах есть горнолыжный курорт. Прямо вот в горах, там на высоте 2 километра. Где снежные горы, там находится Саклыкент. Вот, рукой подать. Во время этой поездки мы совершили несколько фатальных ошибок. И самая фатальнейшая ошибка, которая была, это то, что мы отправились сюда в воскресенье. Что вы понимали? У турков 6-дневная рабочая неделя, и воскресенье – это их единственный выходной день. Ни в коем случае в воскресенье не нужно никуда ехать. Только будни, только хардкор. Так получилось, что мы ехали туда к 12. На дороге уже на этой, ближе к подъезду, были огромные пробки. В новостях тоже так же были на следующий день эти фотки из Саклыкента, когда там просто негде было проехать. И мы были там. Там, двухполосная дорога, но из-за того, что все побросали свою машину с двух сторон от дороги, абсолютно без какой-либо там культуры вождения, осталась одна узкая полоса для тех, кто одновременно и съезжает вниз, и заезжает наверх. Короче, были просто жуткие пробки. В итоге мы добрались, и просто первое, что мы видим, это пустейший прокат. Там буквально оставалось пару лыж, парочку разных размеров лыжных ботинок и ничего больше. Огромный, извините меня, горнолыжный курорт, и там есть только один человек, который что-то там пытается
и лыжи кому-то настроить. И что еще в итоге мы в вторые очереди стояли полчаса, пока он там в своем турецком лайфстайле приносил людям 2 правых ботинка, там путал размеры, отвлекался, чтобы с кем-то похихикать, попереписываться в чатах. Левые вообще люди заходили туда вообще в зону проката, брали какие-то вещи. Для них работа, даже если она им не нравится, она все равно в кайф, они стараются брать от жизни максимально позитива. И даже там, когда мы стояли в прокате, там все русские: да можно меня побыстрее, да вот, да, отвратите на меня внимание. Турок в это время достанет сэндвич, перекусит, такой: ща, подожди, давай ты тут, что тебе нужно? Они подходят, на тебе ботинки разного размера, они подходят, ну на тебе другой ботинок, померяй. В итоге мы дождались нашей очереди, когда чел с нами поговорил, Никита сделал очень по-умному, пошел в отель на ресепшн и спросил, какие тут вообще правила, как взять что в аренду. Ему на английском объяснили, что можно вообще забронировать оборудование заранее. И, все, что мы сделали, просто сочли, что это была такая наша тестовая поездка разведывательная, чтобы понять, что к чему. Интересным фактом было то, что в этом прокате можно взять баллонки, можно взять теплую куртку, потому что, конечно, у местных логично, что курорт работает, не знаю, месяц-два, и зимние вещи — это тоже экзотика. Так или иначе, мы уже сами купили себе свои очки-шлемы, привезли нашу горнолыжку из России, и в ближайшее время уже поедем нормально, покатаемся. Помимо этого мы пережили ужасное событие, это землетрясение, про которое знает уже весь мир. Лично для меня не было секретом, что в Турции достаточно часто происходит землетрясение. По официальной статистике их здесь происходит порядка 300 в год. И даже в то время, что мы здесь жили, нас, потряхивало. Но лично я постоянно пропускал эти моменты. Эти землетрясения были небольшие, коэффициент 3,4, где-то 3,6. Они ощущались как будто ты дом — это люлька, а эту люльку качают с маленьким ребеночком. И первое, что тебе приходит в голову, у тебя как будто кружится голова, но при этом ты понимаешь, что вместе с тобой кружится все, не только твоя голова. И да, это забавное ощущение, но у меня в это время, конечно же, я очень эмоциональный человек, у меня каждый раз сердце в пятки падает. Я начинаю... Первый раз, когда это землетрясение произошло, Никита спал, и он не почувствовал ничего. И когда я его начала будить, он такой: да, Люба, отстань, я дальше спать, и все. В итоге я начала гуглить, что делать во время землетрясения, выучила все правила, собрала мини-портфельчик с таблетками первой необходимости и вещами. И помимо этого я спрятала ноутбуки. Ноутбуки — это вся наша работа и все наши деньги. Я спрятала ноутбуки под стол, под подушки, чтобы, если что, дом разрушится, то хотя бы, может быть, сохранятся наши данные, вся наша работа, накопленная годами. И только после этого я смогла лечь спать и уснуть. Также было еще одно землетрясение, которое Никита не проспал, но в это время катался по району на самокате, и я также была дома, а в доме ощущается намного сильнее, потому что дом ходит ходуном. Но когда Никита пришел, я спросила, ощущал ли ты что-то, он сказал, конечно же, нет. В общем, он еще пока что не застал землетрясение, можно сказать, а я уже пережила 2. Совершенно недавно мы просыпаемся самым обычным утром и находим у себя в телефоне множество звонков, множество уведомлений от вообще всех разнообразных сторон, типа, как вы там живы вообще, что происходит, туда-сюда. Мы были в шоке, типа, что реально происходит? Вроде ничего. Думали, что это как все обычно, там что-то новости раздули, что-то преувеличено. Это землетрясение произошло очень далеко от нас, на востоке Турции. Я, когда смотрел эти статистики, я видел, что было прям мощное землетрясение в 1939 году, да, где разрушилось тоже много зданий, где погибло много людей. И я просто, живя здесь, я думал, боже, я сюда заехал, на годик, на 2, пожалуйста. Только не ровно в тот момент, пока мы здесь, да, и ровно в тот момент, пока мы здесь живем, конечно же, происходит сначала шторм, потом еще это жесткое землетрясение. Слава богу, то есть мы были сильно далеко от всех событий,
И, в принципе, то есть это землетрясение проходит по соединению этих тектонических плит, то есть оно там проходит через как раз вот эту восточную часть и еще через Стамбул. В Анталии в этом плане намного более безопасно, но, конечно, не так безопасно, как в каких-то других местах. Конечно же, на следующий день в Турции начался траур, все люди начали помогать, очень много гуманитарной помощи. Не знаю, во всех магазинах есть специальные позиции, которые ты покупаешь, чтобы поддержать пострадавших в землетрясении, потому что действительно люди потеряли дома, целые районы, магазины. Но помимо этого есть, конечно, и обратная сторона. Мы недавно узнали, что также есть группы зачистки, которые просто заходят в полуразрушившиеся дома, в полуразрушившиеся магазины, выносят оттуда телевизоры фурами, еду фурами, и им как бы вообще пофиг на то, что кто-то пострадал, потерял дом, вообще всю свою жизнь и не знает, как жить дальше, собственно. И, конечно, меня всегда безумно поражает просто вот эта часть человечества, что она всегда существует, но каждый раз я удивляюсь, как в первый раз. Серьезно. Это жесть. Будьте добрее, пожалуйста. В общем, после этого землетрясения я более глубоко понял слова одного нашего турецкого бизнесмена, когда он сказал, что мы в Турции здесь только и делаем, что боремся постоянно с какими-то глобальными проблемами. То есть живем, бац, ковид, потом бац, инфляция, потом бац, там, не знаю, нашествие русских, бац, землетрясение. То есть тут постоянно такая вот немного нестабильная атмосфера, и, как говорят местные, постоянно что-то происходит, из-за чего тебе приходится, то есть, подстраиваться как-то и выживать буквально. Вот, события не радостные, поэтому не будем никак их комментировать, просто скажем, что мы в порядке, и вы можете за нас не переживать. И, конечно же, у нас появился новый член семьи – велосипед. В Анталии очень много велодорожек, и очень классно кататься вдоль набережной. Томми вообще просто как будто родился в этой корзинке. Я специально искала велосипед с корзинкой, чтобы кататься с Томми. Велик стоил 2800 лир. И на самом деле это очень дешевый велик в Турции. Нормальные велики стоят от 5000 лир. И в принципе, да, он как бы немного хлипенький, но выполняет свои функции достаточно хорошо для первого велика в Турции. На тот момент, когда я покупала велик, курс лиры был 3,7 рубля, так что считайте. Также этот велик уже успел стать звездой. Мы, как только его купили, сняли в своем проекте для батончиков Fitness Shock, где я прекрасно на нем разъезжала, и он еще так красиво матчится с цветами батончиков, так что идеальная коллаборация. Еще одно прикольное приключение у нас было связано с тем, что мы снимали новый рекламный ролик для фитнес-десерта Fitness Shock. Первая наша съемка в Турции сопровождалась отдельной историей, как нам забраковали посылку с фитнес-десертами на таможне, потому что на них было написано протеин. Нам пришлось договариваться с турецким врачом, чтобы он нам выписал рецепт медицинский, что врач мне прописал эти фитнес-батончики с протеином. Вот. Но в этот раз уже с доставкой проблем не было, и наше приключение состояло из себя посещения наших любимых локаций, в которых мы уже были в Турции. Кстати, про это у нас есть даже отдельный ролик с 10 нашими любимыми локациями в Турции. Обязательно посмотрите, если вы еще не посмотрели. Небольшое лирическое отступление. Как и поездка в Саклыкен, запись этого ролика происходит в воскресенье, и очень много людей вылезло повсюду, поэтому мы решили здесь усесться на берегу моря и тихо и спокойно дописать оставшуюся часть. И для съемок ролика мы поехали на водопад Куршунлу. Мы открыли для себя там новые места, и мне кажется, это очень сильно недооцененное место, где можно классно провести выходные. А также мы съездили в каньон, в Тазы каньон. Раньше до этого мы были с ребятами, с Ромой и Настей. Кстати, Рома тоже блогер, у него есть канал про хоккей, если вас увлекает хоккей, обязательно тоже зайдите, посмотрите. Так вот, мы раньше ездили туда на рафтинг, в Бишканак, и рядом мы не доезжали до этого, до Тазы каньона. Оказалось, что Тазы каньон, блин, это очень крутое место с потрясающим вот видом с высоты на этот огромный каньон. Там также можно покататься на зиплайне, также можно, конечно же, уехать на рафтинг. В общем, нам очень понравилась эта локация.
Что ж, друзья, раз уж мы затронули тему работы, я расскажу про еще один интересный проект, которым мы занимаемся в Турции. А именно мы запускаем сейчас еще один канал с обзорами пятизвездочных отелей Анталии. И в рамках этого канала у нас уже сейчас активно идут съемки в отеле Акра, который находится здесь в центре Анталии. Соответственно, в планах на этот год посетить еще множество классных отелей и сделать оттуда множество контента. В принципе, на нашем канале мы редко и мало затрагивали тему работы и чем мы занимаемся. Поэтому, если вам хотелось бы узнать больше про это, обязательно оставьте нам какую-то обратную связь, мы бы с удовольствием поделились с вами. В целом, когда мы переехали в Турцию, у меня было одно переживание по поводу того, что здесь все равно эта креативная сфера, она на очень таком отсталом уровне, и, в принципе, население весьма бедное, и, так скажем, услуги по производству контента здесь мало кому нужны. Я, честно говоря, переживал, что если мы здесь задержимся слишком надолго, то, я не знаю, у итоге у нас износится все оборудование, сломается, мы не сможем, там, не знаю, заработать на новое, наше старое портфолио обесценится, и, в общем, большой какой-то, мне казалось, есть риск, что мы здесь просто, застрянем в каком-то прошлом и, грубо говоря, как утонем в зыбучих песках. Но этот проект, как множество других, показал нам, что на самом деле это все были просто мифы и глупые стереотипы в нашей голове, и в любой точке мира все возможно. Сложится этот проект или нет, нам уже покажет время, мы будем обязательно держать вас в курсе и рассказывать, на каком у нас что этапе. И когда мы, собственно, выпустим наш первый эпизод, тоже обязательно оставим здесь все ссылки на него. Но помимо отелей, мы также сейчас находимся на стадии запуска еще одного канала. И этот канал про яхтинг. Этот канал мы делаем вместе с ребятами из Калифорнии, которые занимаются селлингом. И именно в связи со скорым запуском канала в ближайшее время я должен буду отправиться в Мексику, чтобы мы, начиная с верхней точки Мексики, поплыли вниз, доплыли примерно до Эквадора и все это время снимали travel-контент для этого канала. Собственно, очень жду я этого приключения. Конечно же, и как путешествие классно, и поработать в таких условиях классно, получать американскую зарплату классно. И, конечно же, подучить английский язык, на месяц окунуться вот в такую среду общения с носителями, где ты изолирован от привычного тебе русского или вот этого вот турецкого, который как-то сам собой потихоньку учится. В общем, очень я вдохновлен предстоящим приключением. Также у нас на этой неделе было 2 собаки. Наш друг уехал в Стамбул на несколько дней и оставил нам своего нового друга, Экшена. У Экшена имя очень говорящее, он безумно активный, особенно в сравнении с Томми, который лежит целыми днями на диване. Мы точно не знаем породу этой собаки, потому что Леша нашел его в паблике с потерянными собаками. Мы думаем, это что-то со смесью Джек Рассела. А Джек Рассел, конечно же, это очень капризная собака, которую нужно очень много воспитывать и, в принципе, в которую нужно очень много вкладывать своего времени и ресурса. Так что пока что Экшен очень невоспитанным, конечно же. Но есть положительная сторона у этого. Насколько вы знаете, мы хотели завести 2-ю собаку. У нас было такое желание, намерение. И мы взяли Экшена, чтобы посмотреть, как вообще Томми контактирует с другой собакой в нашей доме на постоянке. И несмотря на то, что Экшен, в принципе, по темпераменту не подходит, и он ему абсолютно не понравился, мы понимаем, что все-таки мы хотим 2-ю собаку, только просто это будет такса, такая же карликовая, как Томми, скорее всего кремовая, может быть шоколадная, не знаю, какая будет. Конечно же, в Турции нет такой породы, и мы будем брать ее уже где-то в другой стране. Но первым делом мне нужно заняться оформлением Томми как emotional support собакой, чтобы я могла без проблем путешествовать с ним по миру. В самолетах, чтобы меня пускали вместе с ним, даже на руках. И для этого мне нужно найти лицензированного психотерапевта или психоаналитика или психиатра. В общем, человек, который может выписать эту справку. Потому что, как мы переезжали в Турцию, какой это был стресс, кстати, у нас есть про это ролик, мы все втроем тогда стрессанули ужасно.
И да, кстати, если у вас есть на примете лицензированный психиатр, пожалуйста, оставьте контакты в комментариях, буду очень благодарна. Хочется немного подытожить. Недавно мы заметили, что уже аж целых 11 месяцев живем в Турции. Конечно, за это время произошло множество событий, но у нас здесь буквально построилась какая-то своя новая жизнь, появились новые долгосрочные планы, видения. И в целом, я бы сказал, что мы точно не жалеем о том, что переехали. Я, наконец, ощущаю себя здесь, как дома. Мне очень нравится Турция, мне очень нравится Анталия. Если бы меня сейчас чисто гипотетически подставить перед выбором, что бы ты выбрала, Россия или Турция для жизни, я бы, наверное, выбрала Турцию. Но про это мы хотим снять отдельный ролик сравнения Россия или Турция, так что оставайтесь с нами. Друзья, призываю вас, конечно же, подписаться и следить за нашей интересной, вдохновляющей историей дальше. И, конечно же, становиться ее частью. Писать нам обратную связь, что бы вы хотели увидеть, что бы нам рассказать, потому что все-таки этот канал про нашу историю длиною в целую жизнь. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Оставайтесь на связи и увидимся в следующем видео. Пока-пока!